Привет, Олег. Привет, Пашка. Привет, Сергей. Остальным тоже привет. Сейчас начнем. Можно пока поставить лайк и подписаться. Чего ты говоришь, Ник? Ну кукушки, да. Откукушили кукушку. Или откукушилась. Привет, Воронин. Так, ну ладно, угнали. Привет, Влад. Ку-ку. Угу. Сейчас Unity откроется. Я вчера наткнулся на уроки по созданию деревьев прямо в Unity в новой. Полноценному. Так что в принципе мы можем там запилить свои деревья. Со своими листиками и стволами. И всякие там кактусы, пальмы хитрые и тому подобное. Ну, естественно. Это мы сегодня и продолжим делать. Ник, опять началось эхо, да? Но оно то есть, то нет. Ничего с ним не сделать. Самое смешное, это не у меня, это у тебя что-то. Ну, может быть, это потому что канал нагружен. Хотя... Или комп, наоборот, нагружен. Unity открывается сейчас. Хотя я перезапускал перед стримом. Но, возможно, допускаю. Просто у меня их возможно только в тот момент, когда я говорю, и только в том случае, если тебя слышно. То есть у тебя должен быть эхо. О, а на ютубе говорят, что все нормально.
Можно перемещаться на YouTube, например. Как вариант. В описаниях есть... Ну, значит, дело на самом деле в компе, что нагружает его Unity. Вот. Ой, так, Unity, соберись. Вот чем закончился наш эксперимент на прошлом стриме со спаунерами, что дно у нас выложило ровно и с ровной границей как раз по уровню. Вот нам эту штуку надо исправить, чтобы оно не было такой явно выраженной границей. Для начала я предлагаю у нас слегка сместить границу вниз. Да, сейчас. Ну, там не слегка, там раза в 2, наверное, надо сместить. Ну, 2 это 0,2. Вот так. Так, сейчас. То есть у тебя верхняя граница там идет минус 25, я предлагаю поставить ее минус 30 или может даже минус 35. Ну да, примерно так. И, соответственно, у песочка тоже понизить до минус 40. Чтобы плавный переход был, да? Ну это да, чтобы песочек тоже был. А вот чтобы он был плавный, это надо будет нам смотреть, как это сделать. Так, а где спаунеры? Спаунеры у тебя в гае. Точно. Точно. А настройки у тебя в файле ресурсов. Да, ну это настройки я помню. Так, это у нас Ground Desert. Это песочек, да, я так понимаю, минус 30 до минус 40. Это в файле ресурсов. Да, да, минус 40. А эта штука... так. Ground. Минус... У тебя там минус 100, минус 25. Ну вообще да, все правильно. Минус 100. Там 40 было, да, значит минус 35. Мне показалось, что неправильно было сделано. Ну ладно. Так что, замостим сразу или еще что-то понастраиваем? Ну, по сути, он у тебя просто сдвинет сейчас границу. Ну да. Но она также останется, как была ровная. Ну вот надо бы сделать, чтобы неровная была. И чтобы приступал песочек, где-то там еще скалы, вот такого рода. Чтобы понять, как это сделать, нам нужно сейчас посмотреть траву и скалы. Давай посмотрим. Потому что песок в данном случае идет главной текстурой, он... На мобильный кто делает, не знаю. Так, песок и трава, да? Нет, скалы и трава. Скалы и трава. Так, это песок. Это ground scrub grass. Вот. Это трава. И скалы рок.
Или Ground Mountain Terrain. Скрабграсс и рок. Да. Ну вот оно. Ну, получается, единица 950 это как бы по высоте у травы. Здесь минус 50, 950 у скал. То есть, по идее, под водой скалы, да, вот у нас тоже отрисовываются. Хейт фитнес везде ровная, кроме травы как раз. У травы она не совсем ровная. Вот. Смысл в том, что у тебя что трава, что скалы практически с прозрачным контуром. Но на текстуре, насколько я понимаю, нет этого прозрачного контура. Это вот эта штука, скорее всего. Slope Fitness и Proximity Fitness. Видишь, здесь кривые. Это да, Скорее но видишь, всего, Proximity это... у нас не отмечен. Max Proximity. А Slope отмечен только у скал. Это да. А трава у нас там... Active check hate. Ну давай попробуем на примере скал со слопом сделать пока. Посмотрим, что получится. Давай попробуем поиграться с Head Fitness. Сейчас, так, это спаун критерия. Ой, extensions. Так, Head Fitness и там везде она ровная. Ну вот у травы неровная. А хотя здесь тоже Ground Mountain Terrain неровная. А можно эту штуку? Копипастнуть вряд ли. Да, нельзя. А, вот оно здесь. Add new preset. Вот она, вот так вот это можно будет сделать. Система. Так, тогда... Вот это у нас, да, рок. Так, стоп. Может не рок? Сиграунд нам надо, да? Да, сиграунд, остальные можешь свернуть. Сиграунд. Вот так. Ну что, попробуем? Что у нас получится с этим? А, из актив забыл поставить. Или нет? Нет, оно стоит из актив. Окей.
Нифига. Все равно ровно. Надо ее как-то разбавить, потому что она тут получается одной интенсивности, и реально как будто тут прям ровным слоем это насыпаны ракушки. Вот, а где перепады? Ну, в принципе, переход есть. Он такой плавный, но... Слишком явный. Ну да. Либо опустить еще, чтобы где-то в низинах совсем они как-то были. Не надо. Почему? Ну, где-то в низинах, чтобы было такое типа скопление, и все. Ну, как это и есть низина фактически. Не. Вот чтобы не было вот этой явной... Ну, давай вот попробуем сейчас, что я имею в виду. Минус 100, минус 35, минус 45. Песок не забудь. Ну да. Ну, интересно, как сейчас замостит. Там 5 метров получается разница. Шейдер на текстуре, а конкретнее о чем речь? Ну, примерно это я и имел в виду. Но просто ниже сделать еще ниже. В принципе, это довольно неплохо. Уже даже 50, наверное. 55. А песочек. Минус 60. РТП, ну... Я просто не понимаю конкретно, как это все использовать. Я же не делал этого. Вот. Так, ну сейчас мы эту штуку заспауним, посмотрим. Чтобы сравнить до и после. Василий, тут вопрос в том, что остальные эти что, нормально? Угу. Не, ну это дело... Это скорее дело именно в самой текстуре. Ты предполагаешь, что у них по краям прозрачность? Нет. На текстуре? Не совсем так. Сейчас сделаем. Сейчас сначала проверим, как сейчас получится. А потом сравним уже с РТП.
Так, 55 уже много. Может тут вровень песочек получается. Ну, это потому что здесь минимальное, это 50. Ага. С 50. Да понятно. Повесим сейчас. Я хочу просто понять, в правильном ли я направлении, так думаю. По поводу этих... Чего? Нет. Нет, я к тому, что ракушек просто насыпать именно во впадину. Фактически, как отложения просто они будут там и все. А вокруг песочек. Ну и плюс там можно скалы еще вручную потыкать. Или не совсем вручную. Чтобы было что тыкать, у тебя там высота должна быть больше, чем минус 50. У тебя же он не плоский. Ну, 45 было мало. Вот сейчас подберем. Ну, 45 это, считай, разница в 5 метров высоты. Да. Ну, то есть... надо... То есть это должно быть от 45 до 50. 47 примерно. Это ты про РТП скинул? Hi guys, I'm Ronnie Dance, and in this... Ага. Это мы сейчас посмотрим. Так, и чё? Музыку сделайте. Вот я об этом как раз говорил. Вот так вот это вполне. Фактически нам надо сделать нечто вроде ила на дно, чтобы вот этого перепада у нас не было. И тут вопрос с плаванием, кстати, встает. У нас получается в воде, под водой будет как выталкивающая сила, наоборот, да? Что-то в этом роде. Вот.
чтобы нельзя было свалиться с террейна, когда ты плывешь, например, куда-то на соседний остров. Мы же не будем прямо сшивать террейны. Силу, а также короткие бронировки под модеры. Чтобы строго вниз не увидеть. Ну да. Не, ну вот так вот, в принципе, получается такое ракушечное дно. Вроде как и ничего даже. Но он не то чтобы прямо совсем резкий. Вот, тут видно, что он есть. Просто эта текстура четче получается, чем песочек. Ну вот, например, переход с камнем. Здесь намного плавнее переход. Просто песок получается более тусклый, чем ракушки. Так, ну давайте по-быстрому глянем, что там у нас в видео. Tutorial, I want to show you how you can work with RTP together with a terrain created with Gaia. Ну тут вопрос в другом, что смерть не может происходить просто так, потому что ты заплыл не туда, должна быть причина какая-то. Понятная. Мы же хотим все-таки атмосферность, а не просто так. Как в Расте, например, было, когда он в раннем доступе был, что заходишь в воду и умираешь сразу же. Вот. Это неправильно. Мы можем каким-то образом запрещать плыть, например, глубже, чем можно, но делать это мягко. Например, мы можем делать это через увеличение давления под водой, к примеру. То есть там опустился на 10 метров, давление уже в 2 раза выше, соответственно, расход кислорода там в 2 раза быстрее, к примеру, так. Или стамины в 2 раза быстрее расход. Ну, примерно как-то так. И в итоге человек будет понимать, что ему не стоит сильно глубоко куда-то задаваться. This video tutorial is more or less a little quick start guide. I'm not going to, first of all, for the different layers we have in our terrain, and we also the additional features are set and fine, but I have to recompile the shaders, so you always click on Edge to terrain mesh. After doing that, you see the nasty fancy. So, how do I add RTP to my terrain? First of all, click on the terrain, click on a component, go to Relief Terrain, and click on Edge to terrain mesh. After doing that, you see this little. Ну, давайте попробуем с этой штукой. Террейн. РТП. Так, сейчас хочу вспомнить, что он из себя там представляет. Террейн пак. Понятно. Окей.
А ты мне скидывал РТП? Вроде да. Вот. User environment. Да, надо все-таки разобраться. А то тут ошибки вылезли. Pop-up window telling you that a looking manager was created. Click on OK. And after that, you see that our terrain is pretty active. Connect. А, вот он подсветил нам переход. Он убрал вчера страницу. Чего? Он убрал у тебя дно. Он пока еще толком ничего не сделал. Он подсветил, получается, это самое. Ну и вот тут что-то, да, черные дыры. А, ну эту текстуру убрал, да. Ну да. Ну ладно, сейчас по порядку посмотрим. On the right side, well, on the left side you see the LED manager, and on the right side you see the different configuration options for this LED manager. The LED manager is therefore to compile your RGB shader, and you can set different options here on the LED manager. Please remember that if you do any changes in the LED manager, you always have to recompile the shader, so you always have to click on this recompile shader button. I'm not going to explain to you every different option here. I'm just going to use, from my point of view, the most important features of RGB.
meaning I'm going to use POM as LOD level, and I'm going to use tessellation and form. Okay, because from my point of view, tessellation is pretty good, and awesome future of LTP, and I want to show you tessellation. So, well, just keep the LU level to POM and activate the tessellation for future. After doing that, you'll see that some other options are enabled as well, that's fine. Then go down and just keep the stuff like this here. Please disable, the enable whole scat option, because we don't want to use whole scat, just to save a little bit of resource. Вот whole scat, это как раз вот это, наверное, тема. Алло. Алло. Привет. Нормально. Ну, болею слегка. Болеет слегка. Нет, телефон просто в другой комнате. Хорошо. Так, секунду. So just disable it. What you now see is two drop-down boxes here. The first one is the first pass for 8 layers, and the second one is the add pass 4 layers. I'm using a default Gaia terrain, so I'm just using the 4 layers, the 4 terrain textures, which comes with Gaia. So I'm not using 8 layers here. Please have in mind that if you use RTP, you always should use 4 or 8 layers, not something in between like 5 or 6, because if you do that, RTP will give you some problems, let's say that. You always should use 4 or 8, because using something like 6 will cause to some blending errors, and performance-wise for RTP, it's the same if you use 8 or 6 layers. Okay, so always try to have 4 or 8 layers or something in between. Good, so just click on show, and since I'm not using 8 layers, I'm not enable 8 layers in first pass. The important option is the max LOD here, because I want to use max LOD POM, right, like we set it here, and so I'm just changing the max LOD to POM and soft shadows, because I want to use POM with soft shadows. So just click on POM with soft shadows. The rest is fine, just keep it like it is, and you can enable the, well, you can leave it enabled to the dynamic snow effect. That's totally fine, and I'm going to show you later on how you can add snow to your terrain. We are not going to use any water features in our terrain. You can enable it later on if you want to, but I'm not going to show you this. The additional features are set it fine, but I want to show you also the super detail feature, so just enable the super detail. А тут... ну да, все правильно. Ну, правда, снега у нас тут, конечно, не предвидится на этом террейне. We're going to do the same for the other window here. So just keep it like it is, the cross-pass high plan. Change the max LOD to the POM and soft shadows like we did before. Leave the rest like it is. Snow. No features are enabled, that's fine. We don't want to have any water features, but we want to have super detail. So enable super detail.
And after doing that, click on recompile shaders. Well, now RTP is compiling the shader for you. This will take something like, well, it depends on your terrain, of course, but in this case, it will take something like 10 to 20 seconds. And yeah, after doing that, do not wonder, you will see that the terrain is empty. I'm going to explain to you why that's the case. So just wait a little bit until the shader is compiled. And there you have it, the terrain. Отличный террейн у него получился. And a simply go. Well, and that's because we're using tessellation, for example. You have to know that we're using tessellation, first of all, for the different layers we have in our terrain, and we also are using tessellation for the whole terrain itself. So RTP is creating, well, RTP needs a normal and height map for the whole terrain to use tessellation. So for that, and to fix this little problem here, we need to create this height and normal map for tessellation. So for that, you just click on Window, and then go to Relief Tools, and click on Prepare Height Normal Texture for Tessellation. А мы еще пока не можем туда идти, что-то делать, потому что у нас Unity пока еще не алло. И че у тебя Unity не алло? Ну, она типа вот в процессе. Ну, это бодрее все это. Так. Куда делся? Дыра такая получилась. To Relief Tools and click on Prepare Height Normal Texture for Tessellation. You see this pop-up window here, and you have to drag and drop your terrain to the source terrain data. Okay. So I'm just going to my terrain here, and I'm just drag and dropping my terrain to this source terrain data. Нет, я не After that, click on спойду. render height, and you see that height and normal
241. After that, click on render heights. And you see that a hide and normal map was created. Just save this texture. I'm just gonna save it to the relief pack folder in my project. And I'm using a default name here. And well, so the picture was saved in this folder. So let's take a look to the terrain options and settings of RTP. Ох, полный комплектус. Now you see that your terrain has different RTP options here. So RTP is enabled on your terrain. The first thing you need to do before we add this tessellation height and normal map to your terrain is to add your layer normal and height maps to RTP. You see that we are using 4 layers, but the height and normal maps are not loaded, and you need to do that for every layer here. So we just click on the sand texture, and we just drag and drop the normal and the height map to the RTP options. So we're doing that way. Так, это нормально, да? Так, ground scrub. А тут почему 4? Скраб раз. Ага. А вот у этих нет у нас карты высот. Есть нормали, ну и все. Потому что, как правило, высоты не делают. Прогрессия. Потому что чего? Потому что, как правило, высоты не делают. Ну, где-то же есть, а где-то нету. Я же сказал, как правило, есть исключения, естественно. This one. And the last one, the mountain texture. Great. So now we can fix the tessellation terrain problem here. For that, you go to settings and go to global maps.
In the global maps, if you scroll down, you see this tessellation height normal map settings. And there you have to drag and drop your terrain texture that you created before. So we're just going to our relief pack folder and just drag. Can drop the texture here. Fine. So now you see that the heights are back, right? And the terrain is mostly back again, but it's white. That's fine. For that, just click also on Construct Color Map from Detail Color Map Layers below. Then this little texture was created. We click after adding the texture here to reapply height texture to terrain data. Yes. And after doing that, click on refresh all. In the settings, and this will fix your terrain. So what I have done before is just simply I created a color map for the whole terrain. You can do that because that's a nice feature, just to draw specific colors on the terrain. I loaded the normal and height map for tessellation by just drag and dropping it here and clicking on reapplied height texture to terrain data. And after doing that, in the main settings, I just clicked on refresh all, so R2P just gets all the different new configurations and will apply it to the terrain. So as you can see right now, our terrain is back, and that's nice. So let's keep on the main configuration and the main options here. You see that R2P is using a tile size of 3 meters. Вот это как раз я тут и интересовался этим моментом. Gaia normally is using a tile size of 15 meters for every layer, for every texture. So if I go to the terrain, you will see a lot of tiling because the textures are pretty small right now using R2P. So normally using Gaia it was like this, okay? Ну вот, плавные переходы мы в принципе имеем. О, тут вообще отлично все. Виктору спасибо за наводку. Вот эта текстурка, конечно, все равно у нас накладывается так.
Но в целом вообще уже даже прикольно. А у него там еще половина видео впереди. Ну-ка. So you can use 15, you can use 3 or whatever. I just will keep it to 15 like you use it with Gaia to see more or less the difference. А вообще, ну вот, если мы здесь, да? Кстати. Что у тебя там, кстати? Ошибки. А, веб-плееры опять. Все с веб-плеером. Естественно. Сейчас мы его чик-чик. Мы такими темпами, если реально получается красивые террейны, у нас будет дополнительный источник дохода. Мы сможем продавать локации в Asset Store. Так, if application is web player, то тогда так. Так. Сможем. Чё? А? Не сможем. Чё это? Ладно. Шо это? Короче, вот эту часть убирать, да, и else полностью весь. Или нет, погоди. Если application не... Отрицательный знак, видишь? А, да. То есть просто if. Вот так вот, да. И эту штуку. Ага. Else if. Ага. Песочек уже такой стал поинтереснее. Но вот на удалении все равно видно, что тайлинг. Так, и чё? Потому что это не он использует. Чего? Чат. А, вот про чат. Привет, Максуха. Ну, Unity, обновись ты, а. Вот. Вот. Ну-ка, посмотрим вблизи. Давай ты их не сможешь, потому что почему Василий не смог их перетянуть тебе. Ну да, это такое дело.
Нет, ну опять же, это просто делается с примечанием, что для того, чтобы все работало четко, должно быть то-то, то-то и то-то. О, песочек прямо как будто тут реально насыпало песочка-то. Прикольно. Шапка одного типа? Нет. Бля, прикольно реально. РТПшечка-то тащит прямо. А, вот она. Смотри, как в ЛМС вообще, вот реально. Вылезают они за счет карты высот. О, прям как будто выпуклые. Прикольно, прикольно. Это у этой, что ли, нету карты высот? А чё прозрачная? Видишь, край прозрачный. Проблема с реакцией. Не, ну под травой, конечно, это не будет заметно прямо. Но это дело, конечно, такое. Но в целом получается уже объемный такой террейн. Это неплохо. Вот, и тут прямо как будто оно реально все выпуклое. Зачетненько, зачетненько. Обман зрения. 100 рублей премия. Так, поехали дальше. Okay. One very important option is this near distance values. In this option, you define when RTP should render the future or the futures that we just enabled, like tessellation and POM. You can see the default, it would just render it from 0 to 5 meters. Okay, you will see POM and tessellation futures from 0 to 5. And everything after that, meaning from 6 to 50, will not be rendered anymore, and you will see some Perlin normal and some fast distance rendering features. Okay, so I want to have, well, POM and tessellation rendered to the maximum. I want to see it from 0 to the maximum as possible. So if I just increase it to 50, this means that the futures, like POM and tessellation, will... А, вот это вот как раз, наверное, и эта штука-то и имеется в виду. Вот. Интересно. Пока что да. Конечно. Ну вот, кстати, стало, да, стало лучше, но вот в 50 метрах все равно заметна эта штука. Но вблизи уже такого косяка нету. А, хотя вот местами бывает.
Ладно, короче, сделаем все по уму. rendered from 0 to 50 meters. So just increase that to 50. Again, you can change that like you want in your project. Another important option in the main settings is the MIP level bias. With this, you just get your textures a little bit sharper. I'm gonna show you that here. So if I increase the level bias, normally you should see that it's not so sharp when I decrease it. Right? So normally you also see that something is happening with the height maps here. So I normally just decrease the MIP level bias to something like Мы только не переписывали, мы исправили ошибки, так как это под старую версию еще рассчитано. minus 0.75, that's fine. FPS 80, кстати говоря, вообще. Вот тут вот у нас проблема такая. Реально. Если в сторону воды смотреть. Well, these are the main settings. So the next one is the UV blend. You can just play a little bit with UV blend scaling here. With a mix multiplier, you can just increase it to 2, decrease it to 1. That's simply therefore just to decrease tiling a little bit. I'm just keep it the default. One. We just did a lot on global maps. I'm gonna jump to global maps later on. The next tab is the Berlin normal, and for that I'm gonna scroll out and zoom out to show you the effect. So if I click now on Berlin normal, Berlin normal will be drawn over our terrain, and as you can see, it changed the terrain.
terrain a lot because now we are using a parallel normal map, and this looks pretty good. You have specific options here. You can just decrease the tiling scale, something to this, for example. The distance start is taking the value that we set it in the main, meaning that the parallel normal will be drawn after 50 meters. That's totally fine with the one. Не, вообще прям мне нравится вообще, что получается. Прикольно. Прикольно, это прикольно. Но все ли там? Нет, там еще половина видео. Так что сейчас мы еще... По текстуру. Короче, сделаем сейчас по видео все, посмотрим, что получится. We're gonna leave the default like it is because we're gonna change the super detail for every specific layer. And to do that, just click on layers. And as you remembered, we have defined the different layers here. And now you can just configure the layers, every specific layer here. So if I go to the mountain texture, you see that there are a lot of different options. One of the different options or important options are the UV blend scale values. You can just change them like you want, right? Like you see here, by changing the UV blending. I just keep the default, that's fine. You can change also here to make it a little bit darker. Okay, that's totally up to you. Just play with it. Вообще никакой разницы. One important feature is the far blend replace. That's just drawing the whole texture again on the texture itself. So if I just increase it, you see that the texture was drawn on the texture itself. Почему нет разницы? У него в реальном времени это все там обновляется, а тут почему? Может, потому что текстуры такие. Так текстуры те же самые, в том-то и дело. Это же изгает текстуры. Ну какой-то меняет скалу, а ты что меняешь? Ну вот скалу, видишь, ничего. Well, that's a pretty nice feature. Текст. Да, кстати, действительно странно. Я тебе об этом уже сказал. Да? Да. Он меняет текстуру камня, ты какую? Ну ладно тебе, что ты в самом деле?
Ну что, на единичку? Ого. Это камень или железо? Ну, вообще камень. Просто он такой. Яркий. Мохом покрыт. Ну, брайтнес-то можно убрать. Так вот. But the disadvantage is that this only takes place at far distance, of course. So if I zoom in, you're gonna see that the texture is just disappearing, and this does not look so nice if you are a player and, well, you are moving to a mountain, for example. So from my point of view, I will just keep it to 0, the default. Because I don't think the mountain is tiling too much, so that's fine. Well, now you can play with the Perlin normal for this specific texture also. We just changed the Perlin normal for the whole terrain for all textures, but now I want to just change the Perlin normal for this specific layer. So just by increasing this here, just... Не, ну вот так вот издалека выглядит, конечно, оно прикольно. Но подходишь ближе, и оно все засвечивается, разглаживается. Получается уже не так круто. See that you're just changing the Perlin normal for this layer. So, oh, sorry, just changing to something like 0.5. This looks good. Ну так хотя бы не очень явно заметно. You have the super detail normal feature here. We enable it and then enabled it in the LOD manager. By increasing the super detail normal, you see that... О, охуенная штука, кстати. Add another normal map. Он единицу сделал, да? У тебя просто Другое что? А? Ты пропал на середине слова.
говорю, у тебя просто другая нормаль. Ну, вообще это та же самая нормаль, в том-то и дело. Это текстура из Гаи. Вот эти 4 текстуры, которые у него там, они у нас тоже есть. И вот это одна из них. Песочек, трава, трава с землей и скалы. Map is drawn over your layer. This gives the layer, this mountain layer, a super sharp effect, if you ask me. It looks pretty good and like a massive stone layer, right? Mountain layer. But have in mind that using super detailed normal with a high value, it will not look so natural. So for the mountain layer, it might look good, okay, something like that. But well, we will just use it to 0.5, and that's fine. You can leave the rest like it is. Let's change, for example, this grass texture. We're going to use the same value. Let's change, for example, this grass texture. We're going to use the same values like before. 0,5, 0,3. Но 3 здесь не очень. Ну, 0,1 еще куда не шло. Да и 0,5 тут тоже не очень. 25. .05 for the Poland normal. We're not using any far blend these days. And if I go to the texture, you'll see by increasing the super detail to 1, it looks pretty different. But well, it looks nice, but for me. Вот такая штука, кстати, есть в Wild West Online. То есть там, видимо, перекрутили, и вот это прям в глаза бросается кое-где. It doesn't look so natural, so I'm just gonna change it to 0.3. That's fine. Or let's change it to 0.5. The Вот это вот что такое вокруг получается? Вот такой круг. Вокруг перса. Прямо заметно. И дальше там текстуры отрисовываются. То есть это какой-то радиус, где что-то применяется. И вот с этой фигней надо будет что-то делать. В остальном, конечно, выглядит уже прикольно. Чтобы с этой фигней что-то сделать, нужно знать, что это за фигня. Ага.
Привет, Ваня. Песочек вообще супер. Еще следы на нем оставлять, и было бы вообще огонь. Да, с радиусом надо будет разобраться, что с ним не так. Привет, Тоха, да? Как видишь, уже что-то интересное получается. Ага. Ну вот сейчас косяки поправить. И можно засевать деревцами. Вон небо, конечно, офигенное. Тучки, надо с ними будет поработать, но небо, конечно, зачет вообще. Нравится. Ладно, дальше поехали. Now for this grass texture. Да, пока мы еще не дошли до деревьев толком. Так, с другой травой. С этой травой теперь. Да, наверное, все-таки что-то не так с нормалью. Или я даже не знаю, в чем дело. Визуально сильно отличается от того, что он делает по траве и по этой штуке с землей. Я так как взял, там какие-то нормальные тупо перепутаны. Почему-то. Нет. Я же проверял их. Вот, выделил эту. Ground. Ground. Видишь? Ты проверял, да? Я все проверял. И нормали, и карты высот. Вот они одинаковые. Ground S, Ground S, Ground S. Видишь, Ground Mo, Ground Mo, Ground Mo. Все они на месте. Рок, рок, рок. Так это и есть тестовая локация. Но если у нас получится то, что мы... Ну, то, что получится... вернее, короче, устроить то, что получится, то мы на ней будем сажать деревья и все остальное делать. Зачем ее переносить куда-то? А под тесты сделаем новую локацию, потом следующую уже. Чтоб 2 раза не вставать. And the super detail
for this grass, I'm gonna change it to the rosary. There you have it, because changing it to 1, for example, does not look so natural, and I want to have it a little bit less than this grass texture, so 0.3 is fine. And oh, sorry. The same for the sand layer. I'm not using. Наверное, 0.05 будет нормально. Да вот это фигня какая-то на самом деле. Обычно дабл-клика достаточно, чтобы этого бага не было. Но не в этот раз. А, вот, 0.4 если сделать, то тогда видны параллельные полосы. Нехорошо. А если 0.35, то уже не так навязчиво. Вот 0.35 вполне нормально, да?
А, это вот так. 0,35. Знаешь, что самое смешное? Чё? То, что тебе потом это придется переделывать. Почему? Потому что у тебя только 5 текстур из 8. В смысле 5 из 8? 4 текстуры те же самые, с которыми он работал. А вот еще 4 текстуры, это добавляли мы уже отдельно. Без них мы вообще можем сейчас обойтись и все. Да сейчас разберемся. Сейчас мы сначала по этому видео доделаемся. So, take a look at our terrain. It looks pretty good. It looks much better than the default Unity terrain shader. But, well, one thing is missing, right? We didn't use any POMOCH tessellation features right now. So, let's do that. For that, we're going back to our global maps, and we take a look at the tessellation by normal map settings. First of all, you see that we are using a terrain pixel of 5. I'm pretty sure that before using R2P, you were using pixel error between 5 or 15. By using tessellation, by using the tessellation feature of R2P, А, ну да, вот. Понятно. Вспомнил я, как это работает штука. Если так. we now have the possibility to increase the terrain pixel error to the maximum, to increase our performance. So, for example, if I increase the terrain pixel error to 200, you see that our terrain changed a lot. It does not look so nice. Well, because we have this high pixel error. But that's not a problem because we are using this tessellation feature with the tessellation by development for the whole terrain. And if I increase now the tessellation some steps far to something like 15, or 7, you see already. Вот это прикольно. Ёпта. Где наш ФПС, а? 5 ФПС. ФПС умер, блин. О.
FPS в 3 раза меньше стало, а разницы по качеству я не особо наблюдаю. Скажи, это стримы. Чего? Скажи, это стримы. В смысле? Которые временно повис и качество упало до минимума. Ну, это да. Дело такое. А, ну вот, FPS сейчас нормально. Так, а если... Шесть. Ready? Well, let's do it to something like to 19. You see that our terrain, well, it's looking again. It's looking good again, right? It's looking like I'm using a pixel error like 5. Мне половину просто не обрабатывает. Вот до первой половины еще показывает, а дальше уже не алё. Но FPS падает просто катастрофически. Вот другое дело, 70 мне больше нравится. Да и в целом оно выглядит хорошо. 1.1.5.0.7. Пусть так и будет. Пока что. Так. For something like that. And that's the power of the tessellation feature, because you can increase the pixel error to 200, and by doing that, you decrease the draw calls of your terrain a lot. So, У нас окклюжен. Надо перезапекать же, да?
или нет? Да, надо перезапекать весь окклюжен. Да. Ага. Pixel Error. Чем больше, тем лучше, или чем больше, тем хуже? Я вот не помню этого. Это он начинает их там фиксить? Или как? За 200 метров. I guarantee you that you will get something between 5 to 20 frames per second just by doing this here, okay? So always keep in mind, if you use tessellation future, increase the pixel ratio to something like 150 or 200, and increase the substeps far, tessellation substeps far option, something like 10 or 15, 20, and you will have your whole terrain back like we looked before, but with a lot of less draw chords. So that's the first thing. The other thing is we also can change the tessellation substeps. Ну, то есть получается, что это 200, это в 200 метров, до 200 метров он поправляет, да, ошибки Pixel Error. А то, что дальше 200 метров, то уже не поправляет, или как? Вот сейчас 200. Увеличили. FPS у нас упал капитально в 2 раза. Стандартный Pixel Error говорит, сколько ошибок допустим. Ладно, это 5 было вроде. Ну так нормально. Лучший враг хорошего, в общем, как обычно. Close to use the tessellation for close textures here. So just by doing that, for example, if I take a look to the mountain here, just increase it to something like 5. Then you see that the terrain is changing, right? So I'm normally always using something between 3 to 9 because you can play with the pump options. Вот опять же, да, у него оно явно сразу изменения вступают в силу. А у нас не совсем. Мы занимаемся террейном сейчас пока что. Do you mind? Что это? Ну, походу, кстати, на самом деле какая-то фигня. Так.
То ли с нормалью, то ли хер пойми с чем. Семнадцать и 7. Да, это понятно. Но, к сожалению, у вас нет скрипта настроек, а у Дэна компьютер так лишь не тянет. Но я просто даже реально не очень понимаю, что из них лучше, а что не очень. А, вот, это более ярко выраженный перепад получается.
так вроде неплохо. Тени где надо, все там так. Края не просто какие-то сглаженные, а реально прям неровности заметны. Ладно, пока так. In this tab here. So just keep it to 5 now for the first. Well, after doing that, the tessellation options are set here, and the POM options are set here. So now you can play a lot with different height configurations in this little window here. So if I change the extrude height, for example, you see. Вот, я вот эту штуку как раз имел в виду. Релакс. Что это такое? Раунда эффектов еще как говно. Нет, ну на самом деле эффекты, может быть, даже реально стоит сделать сейчас, чтобы понимать, насколько они нагружают вообще систему и оптимизировать в процессе прямо. Не, я сейчас с параллаксом поиграю. Посмотрим, что получится. Просто пытаюсь понять, где солнце. Вот. Выдавить высоты. О, ёпта. Ну это прям передоз, конечно, получился, да? Это как опять же в ЛМС выдавили там так, что прямо текстуры поплыли.
Дождались, что дождь начался. На какой-то момент даже показалось наводнение. Ага. Тоже обратил внимание. Что будет? That our mountain layer is changing, and well, all other layers as well. So, to get the maximum out of POM and tessellation, you always have to work and to change the configuration in this POM tab and in this global maps tessellation tab here. So that's mostly taking the most of time if you play with tessellation and POM. So as you can see here, I can play with these values. I can also play with max search steps, like you see here, and also with the step length, right? That's totally up to you, and it depends on the different height maps of the layers itself. So you have to play with these values to get the best natural look of your height maps out of it. So right now, for the mountain, for example, 0.71 looks fine, but let's take a look to the grass layer, and well, I had this Unity bug, but it looks also fine, right? If I take a look here, well, here you already see it's not looking so natural, right? So I can just, as you can see here, decrease it a little bit to something like, let's do something like 35. And well, you see that this is not so natural, and then you can go back to your tessellation options, and you can also play with the tessellation substeps, for example. There you see the difference. Okay, so just keep it 5. And well, that's it. We now have a terrain, a Gaia created terrain using RTP, and take a look to the mountains with the Poland normal maps, and with tessellation they look pretty awesome. Same for the Poland normal on all different layers, and yeah, I think the terrain looks awesome. So the last feature I want to show you is the snow feature. Just click on snow, and here you can set the snow strength, for example. If I just increase it, you see that snow is drawn over our layers. But for example, I just want to have some snow on the mountains, more snow on the mountains, and then a little bit of snow in my valley, for example. So for that you can play with the high threshold here and the high transition. So for example, if I increase this to something like 115, there you see the grass, the snow, sorry. I increase it a little bit more, something like that, to have stronger snow effect. With the high threshold, it means that snow will just be drawn to 150 meters of height, of course. But you see that this does not look so natural, so you can now play with the high transition and just increase it, and then you see that the snow is also drawn a little bit on the valley. So, well, I think this looks pretty nice, and let's see how our terrain looks in the game. And there you have a Gaia terrain using RTP. This means using the tessellation and POM features, also using the snow effects. And well,
I think that this terrain looks pretty awesome. Looks much better than the Unity terrain shader, the default shader. And well, that's for the first video. I hope you like this little video. I have to excuse my German accent. And well, if you have any questions, just send me a private message in the Unity forums. You can also write comments here in the YouTube channel or visit my webpage. So, well, take care and see you in the next video. Bye. А это что такое? Прикольный эффект такой. С этим параметром имеет смысл играть во время дождя. Ну, да, тоже вариант. Я пытаюсь что-нибудь сделать вот с этой линейностью. Тайлинг получается. Либо его можно исправить только увеличением значения. Потому что остальное, в принципе, большой перепад получается высот и не бросается тайлинг в глаза. А вот на гладкой относительно поверхности прям видны эти линии. О, ну вот это, кстати, вариант. Вот так вот. Но не совсем. Ну, может, я, конечно, просто цепляюсь, потому что вот так, в принципе, и неплохо. Да, и плюс пустоты не будет. Будут... Ну, на песке как раз, в принципе, будет. Ну, какая растительность в песке? Ну, да. Не, ну, в принципе, так прям в глаза не бросается. Если присматриваться, то да, вот что-то так как-то холмики. Но в целом прикольно.
Так, а как быть вот с этой штукой? Вот с этой. С таким перепадом непонятным. Ну, если какую штуку ты говоришь. Ну вот, над Террейном область такая. Видишь, перепад Нет, получается. еще намекая на то, что у тебя стрим еще не дошел до этого момента. Угу. Ну, ждем. Пустыни, что ли? Чего? Да, как пустота. Это я рассеиваю. Ну. А что ты сидишь, что понять, от чего она вообще выглядит? От Tessellation. Когда начали ковырять. Ну, значит, с ней немного с этой тесселяцией. Вот непонятно как. Ну, И особенно вот на фоне неба, на фоне воды это заметно. Это как будто косяк шейдера реально. Вот эта фигня на самом деле, как после того, как я РТП поставил. Вот здесь прям явно видно. Вообще. Кто тут? Там явно видно. Угу. Как быть? У кого есть идеи? Ну, Василия. Вообще он Виктор. Прям такая жесть вообще какая-то. А это, кстати, мысль, потому что Инвир косячит сейчас. Хотя дело все-таки не в Инвира. Я за то, чтобы ее вообще удалить. Почему? Не заставляй повторять одно и то же по 100 раз. Так ты меня тоже заставляешь повторять одно и то же, что Инвира позволяет кучу всего сразу получить. Так я с этим не спорю. К чему можно обращаться уже в настройках. Вот, но дело здесь явно не в Инвира, потому что и так есть проблема, вот она. То есть, возможно, это проблема с аквасом, потому что вот это на аквас так вот.
Мы под него можем заглянуть. А с небом сейчас глянем. Не, ну с небом нормально. Вот, на уровне горизонта эта штука получается. Вот, ну и соответственно, если инвира есть, то тоже с небом нормально. То есть, видимо, дело в аквасе. Давайте, Ну, выключи аквас и посмотри. Так, а что его выключить-то? Естественно, тогда не будет никакой проблемы. Потому что вылезает эта штука на воде. Бля, пиздец. Вот это получается. Ну вот стандартная вода, да, будет? И со стандартной водой такая же фигня. Ну, вообще капец. То есть даже на небо смотрим, и все равно получается. Под определенным углом. То есть можно не видеть, а можно видеть. Или это вопрос освещения? Это ведь мы даже себе Террейн смотришь, между прочим. В смысле на Террейн? Это как, знаешь, такая прозрачный слой над Террейном. Да, 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 как маска. Непонятно. Непонятно. Да нет, понятно. Проблема-то явно... Явно. В Террейне. В рельефном Террейне, если быть более точным.
То есть в этом РТП ты говоришь? Да. Угу. Такой вопрос, что именно эту проблему вызывает в нем.
запись. Чё? Привет. Это мы делаем террейн локации первой. Ник, тебя половину слышно, половину нет. Что-то быстро ты сегодня. Аналог РТП. Не, ну РТП-то сам по себе хорош. Сделал все красиво. Complete terrain shader. Сейчас. Hi and welcome to CTS. In this video, I will show you the CTS user interface, and we'll set it up on a Gaia environment. So what I've previously installed in this scene is CTS. I've then installed Aquas, and I've installed the Unity post-processing stack. So let's begin. What I've done is set up a quick Unity scene. If I just run this, here we go, we can move around. There's Aquas and some hills. Ну, это да. Okay. So let's look at CTS. So CTS is installed in the CTS directory. There's a README which gives you a quick introduction to how to use CTS, how to set it up. I've already set up linear deferred in this project, and I've created a terrain and added my textures, and now I'm going to add CTS to my terrain. До 16 текстур на террейне поддерживает. Actually, before I do that, I'll also show you the CTS directory layout. So what we've got here are the demos, which I've shown Тоже Aquas, Gaia. our scripts, the shaders themselves, our
terrain workspace, our texture workspace, and shortly we'll have a profile workspace. So to add CTS to my terrain, I can just go add CTS to terrain, which I'll do. So if we look at our terrain object, we've just added a CTS shader to it. Notice that it's got a profile. If we look at our camera here, it actually works just like the Unity profiles. You just add a profile to it. So I'll go back to my terrain. I've got a profile. So the next thing to do is I'll go CTS, create and apply profile. What CTS is going to do is build a profile and then apply it to all the terrains in my scene. So let's just do that. What CTS is doing, it's ingesting the content of the scene and setting it up for use with CTS. Notice we've immediately got a dramatic change to our terrain, and we've now got a profile sitting in here. So if we look in our profiles directory, which CTS has created, we've got our profile. And what CTS has built up texture arrays which contain the albedos, the ambient occlusion, and the normals for this environment. And it's also created the materials for this terrain. So we go back to our terrain, so the same sort of deal, click on it, and here's the user interface for CTS itself. We've got our global settings. So CTS comes with 3 variants of shaders: a basic, which is very fast, essentially faster than Unity, an advanced version, and a tessellation version. So if I flick on advanced, you'll see the environment. It'll take a second to click over, but then you'll see the environment update. Give it a second. Boom, now it's just updated. And then tessellation, same sort of deal. First time through, it's actually creating things, so it takes a second. And boom, there's our tessellation. But I'll just go back to our advanced shader. That's one of the ones I really like. So just very quickly, here's our global settings. We can do things like terrain smoothness, specular power. Everything is also self-documenting. Не, вот, аквас добавлен, и сразу, пожалуйста, опять эта херня появилась. То есть дело, видимо, все-таки в РТФ. Вообще просто. Такая же ерунда была с шейдерами в альфе у нас. Когда частички костра на фоне воды тоже вот такую маску прямо накладывали. Получалась херня.
Null референс там вылез. Минус эффект. А чё за фигня прям? Это фуф такой космический. Сломался атлас. Остров прямо как-то сильно больше кажется. Что-то меня напрягает вообще, вот то, что он маленький такой, вот эти все горки, они прямо, бля, очень нереалистично смотрятся. А, ну да. Там же нужно, ну, переименовать воду. Так вот. А может быть, ты и прав насчет сначала плеера, потом аклас. Я уже потихоньку склоняюсь к тому, чтобы делать 1 к 1 размер на локации, потому что реально остров выглядит неправильно, что он меньше, а формации на нем те же самые, в итоге идет сглаживание излишнее, и выглядит оно не так, как хотелось бы.
Вон, даже получается, можно заглянуть под поверхность воды. Ну что это за бред? Это нездоровая херня. Ладно, посмотрим сейчас, что этот ЦТС предлагает. А на следующем стриме, возможно, попробуем его вместо РТФ попробовать. So the next thing in CTS is your textures. So what CTS does is pick them up out of the environment for you. And because we're using the advanced shader, this also gets us height blending, so we need to set up our height textures. Then we've got our detail settings. So CTS can add additional detail to your terrain. Sort of like Pearl and Noise and some other shaders. Geological settings, so CTS can... Да, конечно, останется. Then also the snow settings. So you don't have to compile anything with CTS, it's basically done all for you. So let's start working our way through our environment here. First of all, we'll just zoom in a bit. And our textures aren't actually set up yet because we're using our advanced shader. So I'm going to go into here and I'm going to select the height map for this texture, so this is the H, and when I drop it on CTS will change colour, signifying that you need to bake your textures again. Before I bake them though, I'll just add the rest of the textures in. So these textures come with Guy, you've got everything you need already. We'll add our terrain in, and our rock. We'll just make the normals, height. Bake textures. So again, CTS rebuilds our arrays, and it also builds a global normal for us, which can help us get a bit more definition and distance. So let's go into our settings and global settings here. So we're using the advanced shader. I generally leave this stuff as default. You can play with global normals. Notice how it picks out the highlights on the terrain there. I tend to leave it sort of as is. We can build ambient inclusion out of the textures themselves, or we can use normal map based, or we can even select none. So as you notice, ambient inclusion sort of shows up in the darkness or the shadows. So you can control, how that works. We've got this mixed distance. This is the difference between near and far in CTS. For now, I'll just make it a bit closer, and you can see the mixed sharpness. So what this is doing is actually blending in the near the settings for. На C# у нас код. I'll go into that in a bit more detail. Here's our LOD distance, so we can actually change the LODs which CTS uses to render the terrain. If you make them smaller, you'll get better performance. I'll just leave them at 1000 for now. And you can also choose how CTS treats your textures. So these are all baking them at 1K by 1K. The larger the texture is, the slower the performance will be in your graphics card, because it's got to move more. It's got to move more data around. So 1K is pretty good. But you can experiment. If you've got a low-end integrated graphics card, you might even want to go a bit smaller. So they're my global settings. Now let's start setting up our individual textures. So our bottom texture, that's our sand. Let's go and find some. Actually, I lifted my aqueous water up a bit, but if we go down a bit, just drop it. So maybe drop that to say 50. And see if we can find some sand here. Here we go. Here's our sand texture. So if I go back into CTS, into my profile, I can start to change the tiling and my sand. So you can make it exactly right, and you can change how that appears in the distance. Sand's not such a great texture to show that.
Detail is the amount of additional detail that we add into our environment. So I'm actually just going to back this down to say 40. And sand is a good one to show off detail, the concept of detail. So I'm sort of going to my profile. I can beef up the natural normals in the sand, and then I can also do to beef up what I call what we call detail settings. So this is a normal map where we can actually just add in additional detail to our environment. So I'll come back to that later. But if we, so at the moment detail is set to full on. Geological power, again, this is a very cool thing. This is our geological settings. So we can actually dial in these other, you can see the banding, these geological layering. For now, I'll just keep that off. So that we can control that per texture. The same with the normals, we control normals per texture. We can actually change the amount of effect that snow will have in this texture. We can change its color. So we might want to blend them a bit closer to each other, more of a greeny tint or whatever. Or we can just take it back. We can change its brightness. So again, you can really sort of customize this out quite a lot. We can change its smoothness. So if I get the light just right, by changing the smoothness, it almost makes the sand look like it's wet. So let's just change that again. So you can modify the reflection you're getting out of it. Unless you actually want it to be wet though, the default of one is pretty good. And we've got height maps, but being the bottom texture, that's not going to have any effect. Oh, we can also do triplanar per texture. So again, this is an extra cost when we're shading. So if you've got something that's only ever going to be in a flat surface, you don't want to set triplanar. So sand is okay. Let's go to our next one, which is our scrubby field, which is the lighter greener texture, this one here. So let me modify its tiling, and let's look at its distance tiling. Don't have a lot of it. I'm going to modify the height blending in a minute so we get a lot more of this lighter sand, lighter grass coming through. But this is essentially how you're managing your tiling. And you can see it changing in the far distance if I change that there. So 3 is generally about good. Let's beef up our normals a little to pick out a bit more detail. See, right here. Okay, just enough to get a bit of detail there. Detail power, that's our Perlin stuff. I'm going to leave that for the moment. Same with geo and snow. Tints fine. Brightness, smoothness, split, close, far, and contrast. So I'm quite okay with the sand, the blend between this grass and the sand. But we can sort of control it here if we just change its depth. See how it will bring it in. We've got this sort of close and far sort of sharpness, so I can make it really sharp blending or sort of just make it nice and smooth. And that's close. Remember, close is determined by our global mixing distance, so less than 200 meters is close, and then far, so we can actually change how this blends in the distance as well. So the next thing I want to do is look at how the next texture up from this one blends with this grass. So this is our mountain thing. So first of all, we'll look at our tiling. So let's just make that a bit smaller. Far multiplier, you actually get to see it here because we've got a lot of it on the terrain. So you can really just get rid of your tiling by just making that far a little bit bigger. You can see this mixed distance here. So if I change the sharpness, it'll basically do a really sort of sharp blend, or I like to sort of have a bit of a more gentle blend between mixed, far and close. So you can keep modifying this until you're sort of happy with it, that you've gotten rid of all your tiling. So the next thing I want to muck around with, I'm happy with its colors, but I want to change its height map. So I want to change how it blends between this texture and this texture. So let's have a look here. So we've got our height map depth, so we can sort of make it less deep, in which case we get more of our other grass coming through. We can also change the blending, so let's just make it a really sharp blending between them, or maybe soften it up a bit. Then the other thing we can do is we're basing this off of our height map contrast, or our blending off of this contrast, this height here, which is this texture here. But we can actually, often your heights, they might not be right for your environment, and you might want to tweak them. So you can actually change the contrast. You can make them stronger or more of a weak nuance. So you can sort of get it and adjust it until it's sort of right for what you want in your environment. Now this is also quite, if we look at it, it's quite
Actually, I'll increase our normals, just pick a little bit more detail out here, so you can really go nuts, but we'll just pick out a bit. And I'm also going to change my close sharpness and just make it a little bit less harsh. So we've now sort of done it. There's a little bit of extra tiling there, so let's maybe increase that a bit. So that's now looking pretty good. Now, it's also a fairly flat sort of texture, so I'm not going to do any triplanar on it. But let's go to our rock now. So here is our rock texture. So let's have a look at how this thing's popping in. Oh, by the way, we can support substances as well. If you drop one in, it'll automatically extract it and populate everything. So let's look at our tile size. Yeah, that's sort of okay. Let's have a look at how it looks from the distance. Now I've got that blend fairly, I might want to make it a bit sharper. So far multiplier. Yeah, I'm sort of okay with that. You'll obviously set this the way you want it. And let's look at our normals. Let's beef them up a bit. A bit more of a craggy effect going on there. And details we won't worry about for now. Snow, we're all good. Tint's good. Smoothness is fine. Let's look at our height blending. So we can change our depth here. So what you want to do is you sort of want to get it to the point where it's picking out the details in your texture. And because it's rock and it's going on vertical surface, we're going to turn on triplanar. So this will just stop your stretching. And it's a cost that you only spend per texture. So that's all good. And then let's look at our closest. We can create more of a less of a blend. In fact, if we make that really sharp and then change our depth a bit. So there you go, it's sort of quite sharp there. And then we can change that height map contrast until we sort of pick out this thing exactly how we want it to appear. So more of a bit of a blend there. You can modify these and play with these to your heart's content. Now this is also, what we're doing is we're height map blending. So if I go into my terrain here, this is another thing about our tool, is that it works just like normal Unity. The workflow is pretty much all normal Unity except for that blending stage. So let's say I wanted to blend these two really accurately. So I'll just make this brush a bit smaller, and I'll make its opacity, relatively small. And let's start blending between these two textures. So you can see as I click, I'm picking out the highlights in the actual texture. So this is really cool. You can basically customize and make your borders and your interfaces look really nice. And if you don't like that, because it is height blending, we can take it back the other way. So I'm stepping in, А в РТП не надо кисточкой работать. Там нормально смешивает. Those edges. So that one's not very good there. If I just go back here and maybe bring it out a bit. It's never going to be perfect because these textures weren't necessarily designed for this, but still gives you an idea of what you can very quickly do to create really nice environments. Okay, so if we're looking up above, the user isn't going to be up this high, but if we go back to our profile, we can also change that blending here between these two, make it a bit softer in the far away view, or even make it a bit sharper. So I sort of like the softness there. Maybe we'll do the same thing with the softness on this one, or we could pick it up a bit more. I prefer them to be a little bit softer. Everybody will be different. So that's our textures. Let's see how this thing's actually. I will bring our water back up. It was about 70, I think. There we go. And let's see how this thing is looking in game now. So it's looking pretty cool. Now, you've actually got to see it to believe it. So но вот с водой у него нет вот этой фигни с шейдером. Actually, I also really like Geo as well. So let's go into here, select our environment, find our profile, click on our profile. So let's change our Geo settings, get a little bit more interesting here. So we can, before we do our Geo, we'll actually do our detail. So if we get in very close here, this is fairly flat, and I want to bring up a bit of detail into this environment. So I can sort of take it from being flat to sort of interesting, and I'll do the same with our far, so I start to bring out some far detail as well. And then you can basically go in and scale it to be whatever works for your environment, and just drop it back down a bit.
And you can do the same thing with the close detail. I tend to like the smaller things, smaller in the close. But we've now changed the look of the environment again, just added, it's certainly not looking tiled at all now. Maybe there's a little bit there, but you could tweak that texture. And by adding in a little bit of detail, we've just made that a bit more chunkiness and interest in our environment. So sort of like just a bit. The next thing I want to do is add in some geo. So I'll make it really harsh just to show you the concept here. But you can see, actually the better way to describe this is to show you on the mountains instead. So look at our far geo. You can see the geo here. This texture is just it's a colored texture. So you can basically, you can offset it, you can tile it so you get broader, more blended things. Now obviously this is very, very overwhelming. But you can basically add a little bit of interest into your environment, and then you can sort of get your close going as well. Again, this just adds a bit of interest and breaks it up. Now that's a bit too much, and it's not that interesting. Really showing you concepts. I'm going to drag some of the other ones in. Let's drag 6 in. All of a sudden, we've got sort of a rocky environment going on there. I've obviously got these strengths way up too high. But you can play with these things. Let's try another one. Try 9, 10. There's a bit of a dark spot there. And this is one of those things which really rewards you if you muck around with it. So let's just drop that power right back down. Now it's actually affecting our environment. If you look at that, it's just adding a little bit more detail, a little bit of more variation here. There's that close one. Getting a bit closer here. Increase it slightly. Now these things also take on the color of the thing. So here's a green one. So you've got dark and then lighter green at the top. It's another sort of different one here. But you can sort of play to these to your heart's content. Now the other thing is, if I go back to my textures, let's say I just want the detail in here, but not so much in my grass. I can go to my grass and turn down the detail, so the geological power for this grass. So you can see it dropping out, and let's go to our other grass and turn down our geological power. So you can basically. В смысле чего не навертел? Yes, the next sort of cool thing to show you is snow. So let's turn on some snow. Voila, instant snow. I really love this. Now we can control all sorts of things with our snow. So let's do a little bit of this. First of all, I'll drop that down a bit. You can change the angle that the snow appears on. You can also change the hardness of the snow as it hits those angles. We can drop our, we'll leave our depth as fairly high. Maybe decrease our contrast. And you can really, really play with these things. Maybe blend them, make them really sharp or not so sharp. So you can start to add in the sorts of stuff you want with this snow. We can change our detail power, so if I can find that, here it is. We can bring our pearl and normals into it as well. I sort of like to always have them in. If we just do that again, you can see it popping in and out. Again, it's helping to break up our tiling. Let's just change. You can make it really, really tight or sort of fairly, really quite horrible. But you can customize it to your heart's content. Another nice feature is if we go to these rocks here, you can see the rock normals poking through, and you can really make them come through, or you can sort of move it more towards the snow. And this will actually, as the snow piles up and down, it'll actually fill in the gaps, which is again a really nice feature. Angle hardness, just change that until you get it to the way you like it. Get more or less. These are fairly gentle slopes. So all of a sudden we've transformed our environment. Oh, let's change the minimum height too. So let's just bring this up. Bang, there it is. So now we've got more of a snow going on in the upper peaks. Let's bring that blend range down a bit. So that's the range, the blend between upper and lower. Maybe minimum height, drop it down a bit, drop that a little bit more. And we might say, hey, we actually don't want any snow on our grass. So go back to my grass and look at our snow power. Maybe drop that down a bit so you can see we're getting rid of it. And do it in my other grass as well.
So you can really customize this to work any way you want. And you can get some really quite extraordinary results with it. So if I just quickly press play, here I am, and here's my environment. Looking fairly different and interesting. It rewards you to play with it and to get to basically take it to. Но он как-то выглядит вообще намного проще РТП. Крутилки тут прям в одном месте. Sort of still not 100% happy with that snow, so you could play around with it a bit more. Maybe angle hardness there, and maybe splat map strength, until you get it the way you want it. So let's say I've also got some tiling, some noise tiling going on in there. So this is all very well. But let's say I wanted to see how Unity would treat this. So I'll click on Unity. So this is before CTS, and this is after CTS. I hope that was useful. Oh, one more thing. So this is, you notice that I've changed all this stuff at runtime. These are all scriptable objects. So means that you can do things with them at runtime. And because they're also profile driven, what I'm going to do is just show you a rather awesome feature of CTS. So I'm going to go, first I'll just save my scene. I'm going to go component, CTS, add, create and apply profile. It's going to create us a new profile, and let's just apply that to the terrain. So here's our profile here, it's our largely untouched basic profile, and here is our other one. Now you notice the profile, if it's not actually applied to the terrain, you can't do anything with it. But if you hit apply profile, bam. We've instantly changed our environment. If we go back to our other one and hit apply profile, bam. Let's go, you know, this is an experiment. I don't know how it's going to work because we haven't done it. But I could take a swamp profile and let's go to say, where's my advanced version? Basic, no, basic, isolated. I don't think I did it in advanced. Anyway, if I apply this, bang, I've just radically transformed this. And this is actually quite deep because it's actually gone in and changed the terrain textures as well. So this is a very powerful thing. So you can set up all sorts of different textures, all sorts of different looks, and have them just work. Let's try our landscape demo. We're going to the profiles for that. And so click our basic one, go apply. And here's another remarkably different set of textures, different look and feel to our environment. So let's go back to my profiles and hit profile and apply it, and boom, we're back to what we were before. So this is, I guess, you know, some of the really powerful stuff that we've got in CTS. I think you can see that, you know, the user interface is nice and simple to use. You just play with your sliders until you get what you want. We've got you know, our global settings, we've got per texture settings. We can add detail into our terrain. So again, just to dial that detail up. Drop it back down again. We can add geo effects into our terrain. We can add snow into our terrain. Oh, one more thing. Здесь, кстати, теселяцию он упомянул в самом начале, но ничего с ней не делал. Может быть, за счет этого как раз и нету у нас проблемы с шейдером на воде и на небе. Тут еще и погода в нем встроенная вместо инвира получается. First of all, from this interface, we can change our snow. So dial it up and dial it down. And change our rain. So notice how we're dialing up the wetness. So the idea is that as it starts to rain, it affects your environment. And it affects the smoothness. And we can change the maximum smoothness if we don't like the settings that are there. But you know, this is very powerful. The plan is that we'll actually be able to do it per texture. We've also got this concept of seasons. So as you move between the seasons, we're changing the terrain. So at the moment, we're mostly in winter, but we're moving into spring. And you notice how, well now we're moving from winter to spring, to summer, to autumn, back to winter.
this is very, very powerful. I showed you some of these examples before. These are just, it's a very, very simple interface. It's all done with properties. So I hope you enjoyed that, and looking forward to seeing you in the beta, the CDS forums. Beautiful. Hi, and welcome to Procedural. Так. Ладно, в общем, на этом все пока на сегодня. На следующем стриме попробуем CTS поковырять и сравнить с нашим результатом в РТФ. Спокойной ночи, подписывайтесь, лайкайте, приходите на следующий стрим.